Студия Golem Labs после 20-летнего перерыва решила нас порадовать новой частью глобальной стратегии Superpower 3. Этот симулятор геополитика, лозунг которого «Покажи им, как надо управлять». Игра для настоящих меломанов глобальных стратегий с их множеством показателей в виде таблиц и шкал. Всем привет! Вы на канале Salsa Gamer опять, чтобы узнать, во что поиграть. Поехали! Под крылом издателя THQ Nordic долгое время клепается глобальная экономическая стратегия про управление современным государством. На выбор нам дадут 194 страны, экономикой которой вы сможете детально управлять. В основном рассказали об двух аспектах игры. Демографии, в которой рассказали о внутренней политике, и внешней политике. Во внутренней политике будет играть важную роль, на какие ценности опирается общество. 6 основных ценностей будут представлены игроку. Ценности будут зависеть от того, насколько многонационально ваше государство. В государстве, где доминирует один этнос и его культурные ценности, будет гораздо легче принимать законы и прогнозировать отношение к ним в обществе. В многонациональном же государстве разные народы будут бороться за признание их культурных ценностей государственными и всеобщими. От того, лидируют ли в обществе консервативные взгляды или либеральные, будет зависеть довольно много. Например, либеральное общество легко будет принимать чужие культурные ценности и легче поддаваться влиянию извне, но и реформы в нем будет проводить гораздо легче из-за широких взглядов людей. В консервативном обществе люди будут придерживаться своих культурных ценностей и воспринимать любое отступление от них негативно. Политику в таком случае придется более тщательно планировать и выбирать принимаемые законы. Например, закон об абортах лучше поддержит либеральное общество, а консервативное с культурными ценностями на основах христианских догм посчитает его неприемлемым. Вы можете влиять на культуру в основном посредством СМИ или навязыванием своих политических взглядов силовым путем. Как политическая единица вы можете влиять на формирование культурных ценностей. Культурные ценности вашего политика будут формироваться через принимаемые им законы. Другие страны тоже будут обращать внимание на культурные ценности вашей страны. Исходя из этого, они захотят или не захотят вступать с вами в союз или торговать. То есть ваша внутренняя политика будет влиять на внешнюю. В Superpower 3 вы играете за конкретного политика, а не за страну. Поэтому для того, чтобы управлять страной, вам предстоит выиграть выборы. Если вы не выиграете выборы, значит их выиграет ваш оппонент. А это значит, что законы в стране и внешнюю политику будет определять кто-то другой. Для выигрыша на выборах вам необходимо воздействовать на избирателей через СМИ и не брезговать скандалами и подкупами. Теплое президентское кресло обеспечивает вам управление бюджетом страны. Вы будете выбирать, сколько потратить денег на науку, армию, медицину или на что-то еще, формируя тем самым страну и ее внешние нужды. Для развития промышленности вам понадобится металл, лес, уголь, те ресурсы, которые, возможно, вам придется закупать или завоевывать. Здесь выбор за вами. Чтобы росла экономика, вам понадобится рынок сбыта, куда вы можете продавать произведенные товары или закупать товары, которые не производите вы, увеличивая благосостояние населения. Но не все государства захотят вести с вами торговлю и развивать дипломатические отношения. В этом случае вы сможете прибегнуть к шпионажу, подкупу и даже запугивать соседние государства, а в крайнем случае начать с ними войну, вплоть до ядерной. Разработчики обещают детальную проработку социальных и экономических процессов. С их слов были переработаны масса документов для того, чтобы перенести эти процессы в игру, чтобы они работали так, как они действуют в реальности. Так что, если хотите сесть в президентское кресло, попробовать самому управлять государством, и при этом геймплей из таблиц и значений не вызывает у вас зевоту, то определенно поиграть стоит. Я же дождусь релиза Victoria 3 от Paradox, где будет все то же самое, но гораздо детальнее проработано. Игра выйдет 7 октября 2022 года на ПК в Steam, русский язык в игре есть. Это все, что известно об игре на данный момент. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что вы смотрите и продолжаете смотреть канал.
Не забывайте поставить ролику лайк и подписаться на канал, чтобы всегда знать, во что поиграть. Давайте обсудим игру в комментариях. Заглядывайте в Discord, чтобы общаться было удобнее. Пока-пока и не помните по пустякам.